Привет! В Израиле немало природных образований, и они уникальны. Соломоновы столбы, сталактитовая пещера, соляные формации Мертвого моря, базальтовые шестигранники, формации Лисан каньона Процим. А сегодня мы едем в пустыню Негев смотреть бульбусы. Как? Вы не знаете, что такое бульбусы? Так я вам сейчас расскажу. Представьте себе древний океан Тетис, в котором живет разная живность. Типа рыбки, моллюски там разные. И вот они, закончив свой жизненный путь, оседают на илистое дно с низким содержанием кислорода. Не разлагаются, а становятся ядром кристаллизации кальцита и приобретают шарообразную форму. Со временем, под действием силы тяжести, кальцит приобретает приплющенную форму. Кстати, возраст этих образований – 110 миллионов лет. Впрочем, есть и другая версия возникновения бульбусов. Давным-давно жил в этой местности бедуинский шейх, и была у него дочь, красавица. А у красавицы был возлюбленный, тоже красавец, хотя и бедный. Папа-шейх, разумеется, не хотел выдавать ее замуж за нищеброда, хоть и красавца, и выбрал ей в мужья сына шейха-соседа, о красоте которого нигде ничего не говорится. И тогда бедуинские влюбленные бежали на гору Цин. И вот, чтобы их поймать, у подножия горы выстроились рати двух шейков – папы-красавицы и ее несостоявшегося свекра. И вознесли возлюбленные молитву Аллаху, и услышал их Аллах, и испепелил обе бедуинские рати. Только черепа от них и остались. Их мы сегодня и называем бульбусы. Жуть какая-то. Лично мне версия с древним океаном Тетис нравится больше. Вообще-то слово «бульбус» арамейское и означает «луковица», но сейчас используется и для картошки. Смотреть на бульбусы мы решили на закате, на обратной дороге из Эйлата. У Ир-Авод с 90-й трассы сворачиваем на 227-ю дорогу. Доезжаем до указателя, на дорогу Скорпионов прямо. Кстати, об этом обалденном серпантине у меня есть видео, ссылку оставлю в описании. А нам налево, к полю бульбусов. Дорога грунтовая, но вполне себе проходимая. Доезжаем до фосфатной фабрики ЦИН. А в нужном нам направлении висит кирпич и надпись, что дорога только для тех, кому можно. Мы решили, что нам можно, и кара за это не последовала. Вся местность вокруг испещрена бороздами, как будто здесь ездил трактор с бараной и разравнивал местность. Но зачем? Все, приехали. А вокруг пустыня Цин. Кстати, в Торе упоминается как место одной из стоянок во время 40-летнего блуждания Моисея с еврейским народом по пустыне. Достопримечательностей тут две – гора Цин и поле бульбусов. Гора всего 268 метров высотой, но выглядит внушительно. Очень необычно. Часть бульбусов расколоты, и мы ищем следы окаменелостей. Вот что это? Креветка? А это что? Представляете, все это морские зверюшки. Чего только не увидишь у нас в Израиле. И даже вот такое. Пейзаж чисто марсианский.
Вы знаете, когда мы едем в какое-то определенное место, мы знаем, что по дороге нас могут ожидать интересные открытия. Вот так и в этот раз. Оказалось, что эта местность – богатое природное месторождение фосфатов. И здесь есть несколько заводов по добыче фосфатов. Вот где-то там на горизонте завод по добыче природного фосфата. Из Израиля фосфат поставляется в 30 стран и приносит прибыль государству в размере около миллиарда шекелей в год. Но все-таки визитная карточка этого региона – это бульбусы. И они здесь везде. Вот эти возле проходной завода «Арон». Ну вот, а это побольше уже. Но это не самые большие. До самых больших мы еще не доехали. А самые большие бульбусы недалеко от Эйлата, в русле ручья Кидар. Вот прямо вдоль дороги. Сразу видно, что дорога ведет к бульбусам. Специально встала, чтобы показать размер. Вот такая необычная дорога из Эйлата домой у нас получилась. Если вам понравилось это видео, дайте мне знать, написав комментарий и подписавшись на канал. Всем пока! До новых путешествий! שעות ביממה, שמעדכן בזמן אמת וללא תשלום באמצעות אפליקציה על אירועים שעלולים לסכן את ביטחונכם בחו"ל.